Привет, друзья! Сегодняшний день в Германии начался с довольно неожиданной инициативы. Один из премьер-министров предложил снова обсудить тему обязательной службы и вынести этот вопрос на общенациональное голосование. Молодые немцы все чаще обращаются за финансовыми советами не в банке, а к авторам коротких роликов в соцсетях. Исследования, которые представили в Германии, показывают, насколько быстро все меняется. Еще международные новости: Соединенные Штаты Америки и Швейцария договорились о снижении пошлин, и речь идет о крупных инвестициях, которые могут заметно изменить их торговые отношения. В Германии тоже появилась новая тенденция. В статистике вырос поток приезжающих молодых мужчин из Украины. Службы размещения в отдельных городах работают на пределе. И еще одно громкое обсуждение касается поездки вице-канцлера Ларса Клинбеля в Китай. Решение отправиться туда именно сейчас вызвало много споров. А в бытовой сфере немцы все чаще говорят о росте расходов. Цены на аренду и коммунальные услуги продолжают давить на семейные бюджеты, и многие сталкиваются с этим уже прямо сейчас. Про все эти последние события часа я расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии начинается обсуждение возможного возвращения службы к армии. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмар неожиданно предложил провести общенациональный опрос населения по поводу призыва. Он убежден, стране нужен открытый мандат граждан, чтобы решить, стоит ли вновь делать службу обязательно и для мужчин, и для женщин. Кречмар отмечает, что добровольная модель больше не обеспечивает нужного количества кадров, а идея случайного отбора через лотерею вызывает вопросы. По его мнению, если Германия хочет усилить возможности службы, то решение стоит обсудить с населением, а не оставлять только политикам в Берлине. Предложение предусматривает простой принцип. Внимание! Молодые люди от 18 до 25 лет могут быть призваны на 12 месяцев. Либо в Бундесвер, либо на гражданскую службу. Но пока это лишь концепция, и Кречмар признает, без поддержки граждан изменить законодательство будет невозможно. Следующая новость одна из самых важных для понимания финансового поведения молодежи. В Германии классические банки теряют свое влияние, а на первое место выходят, внимание, ролики в ТикТоке и других соцсетях. По данным исследования, которое обсуждается в Берлине, почти 80% молодых немцев уже получают финансовые советы не в банках, а у так называемых финансовых блогеров. Причина проста. Короткие ролики объясняют сложные темы быстрее и понятнее, чем банковские консультанты. Именно поэтому TikTok стал новым центром финансовой информации для поколений до 30 лет. Но специалисты из немецкого объединения финансовой аналитики предупреждают, большая часть таких блогеров не раскрывает ни своего образования, ни того, кто оплачивает их рекомендации. Это и создает тот риск. Молодые немцы делают инвестиции, опираясь на советы людей, которые могут быть связаны с рекламой и скрытыми партнерскими программами. Банкам в Германии уже приходится реагировать, финансовые институты запускают собственные каналы в соцсетях, пытаясь вернуть доверие и объяснить продукты простым языком, так как это делают популярные авторы в TikTok. Сектор сегодня ожидает новые правила прозрачности. Берлин обсуждает требования, которые обяжут блогеров честно показывать, за что им платят и какие продукты они продвигают. Следующая новость связана с обсуждением торговых войн в Соединенных Штатах Америки. В Швейцарии произошел важный прорыв в торговых отношениях. В США Вашингтон снизил импортные пошлины на швейцарские товары с 39 до 15%. В обмен Швейцария обязалась. Частные швейцарские компании инвестируют, внимание, до 200 миллиардов долларов в Соединенные Штаты Америки к 2028 году. Министр экономики называет это соглашением большим успехом для швейцарской промышленности, особенно для машиностроения, часовой и металлургической отраслей. Причина требований со стороны США – это очень высокий тариф, который Трамп ввел в августе. Он мотивировал это миллиардным дефицитом в торговле между странами. Постоянные пошлины в 39% могли заметно ослабить позиции швейцарского экспорта. Теперь же, благодаря новому соглашению, швейцарские компании получат огромную выгоду. Более низкие пошлины делают их товары гораздо более конкурентоспособными на американском рынке. А Швейцария, в свою очередь, укрепляет экономическое сотрудничество с США через массовые инвестиции. Однако осторожность все-таки есть. Швейцарский промышленный союз предупреждает, это пока временное облегчение, а не окончательное решение всех проблем отрасли. В итоге Швейцария делает ставку на крупные инвестиции и долгий срок, чтобы не только снизить пошлины сегодня,
но и закрепить свое влияние на американском рынке в будущем. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии отмечают новый рост миграционного потока внимания из Украины. Впервые за долгое время Берлин фиксирует необычную тенденцию. Растет число молодых мужчин, приезжающих без семей. По данным берлинских властей, в октябре число украинских беженцев стало самым высоким за последние 2 года. И главное, среди прибывших появилась новая группа – юноши от 18 до 22 лет, которые ранее практически не встречались. Причина проста и затрагивает важные правовые аспекты. Украина ослабила свои ограничения на выезд молодых мужчин, и поток сразу двинулся в Европу. Для Германии это стало новым фактором. Только за последние недели количество заявок от этой возрастной группы возросло в разы, перегружая берлинскую систему размещения. Для федерального правительства это не просто статистика. Рост числа молодых мужчин влияет на рынок жилья и социальные службы и вызывает обсуждение того, как именно Германия может адаптировать свои программы поддержки мигрантов. Берлинские чиновники уже заявляют, город приближается к пределу своих ресурсов, но при этом подчеркивают, решение остается гуманитарным. Если люди бегут от войны, Германия обязана их принять. Однако эксперты предупреждают, если тенденция все-таки продолжится, федеральному правительству Фридриха Мерца придется пересматривать процедуры от распределения прибывающих по земле до ускоренных процедур регистрации. Пока же факт остается фактом, в Берлине фиксируется самый заметный прирост украинских беженцев со времен 2023 года, и это может стать началом нового тренда. А дальше еще важнее, в Берлине возникает активная дискуссия вокруг поездки вице-канцлера и министра финансов Ларса Клинболя в Китай. В то время как визит министра иностранных дел, я вам рассказывал, был отменен, Клинболь отправился в Пекин сам, чтобы вести переговоры о торговле и инвестициях. Причина поездки проста. Германия хочет укрепить экономические связи с Китаем, обсудить доступ к важным ресурсам и защитить свои компании. Однако его коллеги и представители оппозиции выражают сомнения, считая решение непростым и требующим дополнительных оценок для внешнеэкономического взаимодействия страны. С критикой выступила также и глава Зеленой партии Франциска Брантнер. Она заявила, что правительство подает несогласованный сигнал и действует несистемно, направляя разных министров по одним и тем же вопросам. Клинболь, в свою очередь, подчеркивает, цель его визита – это защитить интересы Германии и ввести прямой диалог с китайской стороной. Эксперты отмечают, без четкой стратегии поездка может создать новые возможности для Пекина и потребовать дополнительной координации для Берлина. В итоге Германия пытается балансировать между экономикой и внешней политикой. Сейчас все зависит от того, удастся ли Ларсу Клинболю добиться конкретных договоренностей. А дальше еще интереснее, в Германии все больше граждан сталкиваются с трудностями при оплате счетов и аренды. Растут цены на жилье и коммунальные услуги, а многие жители вынуждены брать кредиты или оформлять покупки в рассрочку, чтобы закрыть базовые свои расходы. Особенно заметная нагрузка ощущается в крупных городах, где аренда, вы знаете, выросла до рекордных уровней, а счета за отопление и электричество увеличились в несколько раз за последние годы. Эксперты отмечают, что это приводит к увеличению числа людей, которые не успевают вовремя оплачивать счета. Власти рассматривают меры сегодня для смягчения ситуации. Это строительство доступного жилья, контроль за ростом арендной платы и поддержка граждан с долгами. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.